Всем привет! Я нахожусь сейчас в путешествии, как видите, в дороге, и с первых минут начинаю записывать новую серию роликов из этой поездки. А куда я еду, скажу вам немного позже. Вот вагон, в котором сейчас еду, он без купе, и место для багажа, как видите, не совсем большое, хотя можно там на верхнюю полочку положить, но не все сумки. Также есть отделение для велосипедов. И вот куда я приехала, это остановка, из которой я еду дальше. Кто узнал, это вокзал в Перемышле. Я села в маршрутку здесь, которая останавливается около вокзала. И сейчас ждем, чтобы набрался целый комплект, то есть все места были заняты. Показываю вам вот с другой стороны вокзала, где останавливается эта маршрутка. И пишите в комментариях, кто догадался, куда я на этой маршрутке поеду. Все, мы и поехали, и покажу вам немножко кусочек города Перемышля. Вот мы от вокзала отъехали, и перед вами то немногое, что я смогу заснять во время этой коротенькой поездки. И кто никогда не был в этом городе, может иметь какое-то хоть представление, какого типа этот город. Вот мы проезжаем популярный рынок в Перемышле, но, видимо, сегодня не базарный день, и он закрытый. Не знаю, как сейчас, но раньше на нем шла бойкая торговля, и многие приезжали в Перемышль из-за этого рынка. Ну, возможно, это уже история. Кто знает, пишите в комментариях, как сейчас обстоят дела с этим рынком. Также в Перемышле в сторону и когда идти в сторону границы, есть такой торговый ряд, центр, где представлены самые такие популярные торговые марки. Вот можете увидеть и Юск, и Бедронка, и Касторама, и был когда-то Теско, не знали, сейчас еще есть, вот Медиамарк. То есть очень много. И удобно, что недалеко от границы по этой трассе. Так что, кого интересует, можете заезжать и делать хорошие покупки. Смотрите, какая огромная очередь. Как вы уже догадались, я еду в сторону границы. Не могла вам не заснять, сколько тиров стоит на въезд или выезд из Польши. Очередь километровая, с такими небольшими, как сейчас видите, перерывчиками, но очередь очень и очень длинная. И вуаля, да, это граница. Я на маршрутке, на этом бусике приехала, и сейчас буду в пешем порядке переходить польско-украинскую границу. Вот здесь стоит маршрутка, и я иду вперед, там будет переход. Все очень удобно продумано. Маршрутка из-под вокзала едет сюда, почти под самую границу. И вуаля, 10 минут, и я уже по украинской стороне. Людей 0, только на вход в Польшу была все-таки очередь с Украины в Польшу для украинских граждан. А здесь все классно. Я уже села в украинскую маршрутку. Можете посмотреть, какая разница, чем они отличаются. И сейчас из Шегини еду в сторону города Львов. Билет до Львова от Шегини стоит 130 гривен у водителя. В кассе дороже. Поэтому лучше покупать у водителя. Итак, почти все сиденья заполнены, но здесь маршрутка едет по расписанию, так что он не ждет, пока все сиденья будут заполнены. У него расписание, и он едет согласно нему. Так что здесь все по часам. Мне повезло, я ждала совсем недолго. И вот, посмотрите, тоже по этой стороне очередь. А легковые, в основном бусики, стоят. Очередь очень и очень длинная на выезд из Украины и въезд в Польшу. Покажу вам немножко то, что я вижу из окна автобуса. Как сейчас выглядят приграничные городки по украинской стороне. Автобус из Шегини до Львова едет приблизительно 1,5 часа, час 40.
Так что и едут маршрутки довольно часто. Бывает даже в промежутке 20 минут между маршрутками. Так что если вы перейдете пеший переход, то будете иметь чем дальше, на чем дальше путешествовать. Это однозначно. Иногда бывают перерывы такие более длительные, но в основном очень хороший график. Мне повезло, потому что моя маршрутка ехала почти до центра, до магазина «Скрыня». Обычно они останавливаются на въезде в город, а это был ее последний рейс, и поэтому водитель нас высадил уже почти около вокзала. Так что добираться до города не приходится каким-то еще транспортом. Теперь уже можно ехать непосредственно к месту ночлега. Но обычно нужно рассчитывать на то, что маршрутка вас высадит на границе города, и там уже нужно чем-то добираться до центра. Вот это привокзальный район. Даже смотрю, в машине люди устроили мини-магазин продуктовый, продают просто с машины. Это привокзальный квартал, который, скажу вам, строили польские железнодорожники. Они обычно здесь жили около вокзала, и это были так званые железнодорожные кварталы. И даже костел, который здесь находится, он был костел Святой Эльжбеты, сейчас его уже перетрансформировали в греко-католическую церковь, также был построен на собранные деньги львовских железнодорожников. Сейчас это называется церковь Ольги и Елизаветы, а раньше назывался Костел Świętej Эльжбеты. И здесь также по этой стороне находится Львовский привокзальный базар, где тоже можно хорошо скупиться. На этом я заканчиваю свой первый ролик со Львова. Обязательно следите за следующими. Будет целая серия роликов. Поэтому, кому интересно, обязательно посмотрите. Буду показывать все, как выглядит Львов во время войны, что изменилось и вообще, как здесь бурлит жизнь. Пока-пока.